Замечали странность этой штуки, которую носят все на шее? Я про галстук. По официальной версии он появился как некая вариация шейного платка. Можно разные придумывать истории на эту тему. Когда галстук появился впервые, что этим обозначается? Но однозначно одно – он вреден. Кто-то считает, что это некая фаллическая символика, обозначающая мужской половой орган. Кто-то считает, что это, опять же, некое стилизованное изображение удавки, веревки повешенного. Если мы так посмотрим, то ее в основном носят разного рода чиновники. Возможно, их хозяева так обозначают, что эти ребята, они как бы висельники. То, что они делают, оно напрягает общество. И если большинство узнает о их делишках, то им может и не поздоровиться. И вот владельцы цивилизации дают своим исполнителям такие вещи в качестве обозначения их положения. Как напоминание, то, что они находятся между молотом и наковальней. Есть версия о том, что это масоны так посвящали своих товарищей, напоминая им о том, что будет с ними в случае нарушения клятв, которые они дают. Так это или нет, кто его знает. Также галстук можно назвать не только удавкой, но и поводком. Он тоже на эту штуку больно сильно смахивает. Словно рабу одели ошейник. Для обозначения его статуса. Да еще и поводок приделали. Опять же, такая символичная аллегория на человека, который был привязан где-то, а потом оторвал свою цепь и убежал. И вот ее часть висит у него на шее и напоминает о его рабском прошлом. Чем бы этот галстук ни являлся в образном значении, по факту он является вещью, которая удушает человека. То есть шея – это такой орган, внутри которого проходят дыхательные пути. И если ее затянуть, то приток кислорода сокращается. Понимаете? Это же архитупо носить такую вещь. Причем это ведь аксессуар, который как бы считается признаком некого ума, наличия интеллекта, некой принадлежности к среднему и высшему классу. Его ведь обычно таскают разного рода официальные лица, которых нам преподносят как правителей. А по факту, если подумать, это вообще очень тупо. Например, если какие-то проблемы идут с дыханием, то первое, что рекомендуют, это ослабить ворот. Ворот рубашки и галстук. А возникает тогда резонный вопрос. А зачем это вообще делать? Зачем вообще одевать этот галстук и эту рубашку тугую? Если они сокращают приток кислорода к голове. Ведь не только во время приступа, получается, они его сокращают, а вообще всегда. Знаете, эти первые истории, когда люди поднимались в дирижаблях в воздух, часто исследователи погибали, потому что они не замечали этот момент, когда кислородное голодание из количественного переходит в качественное. Человек просто засыпал, и на этом его приключения здесь заканчивались. Так получается, что любое сокращение давления на шею, оно приводит к уменьшению притока кислорода к голове. А мозг вообще в этом плане самый ресурсоемкий орган. В небольшом отрезке времени вроде бы и незаметно, даже и не страшно. Но те, кто носят галстуки, они же их таскают постоянно, в течение всего рабочего дня. А значит, тот, кто его носит, испытывает дефицит кислорода постоянно. Небольшой, но перманентный эффект. И к чему это приведет? Угадайте. Удавка на шее – это затруднение дыхания, а также трудности с доставкой кислорода в мозг. Даже ведь небольшой эффект будет постоянно со временем накапливаться и так или иначе сказываться. Даже если не на здоровье, то как минимум на всех возможностях. Он их будет сокращать. Интеллектуальный потенциал в том числе будет меньше, чем мог бы быть в противном случае. Так зачем вообще их тогда носить, а? Асфиксия – это ведь так весело. Дэвид Каррадайн одобряет. Кстати, я смотрю, многие уже начали просекать эту тему, и даже политиканы перестают таскать галстуки. Добрейшего свободного доступа к кислороду к вашей умной голове. Тематика этого видео была выбрана победителем мини-конкурса в группе ВКонтактике. Если вы к ней еще не присоединились, то ссылка в описании. Институт Б. Возможно, лучший институт в этой части универсума.